Всем привет! Сегодня я нахожусь в чудесной локации, потому что летом, конечно, хочется думать о шашлыках, делать шашлыки, готовить шашлыки и проводить больше времени за городом, потому что летний вайб, он создает очень классную атмосферу. Рядом со мной Максим. Я вас чуть позже с ним познакомлю подробнее. Сегодня готовим куриные бедра с интересным соусом, с вкусным и с легкой подгарнировкой. Салат плюс армянский лаваш, как мы любим подавать это все. Вот, казалось бы, Кавказ недалеко, а мы вот нотки всегда должны присутствовать. Зелень. Так, Максим, смотри, от тебя попрошу вот какую вещь. Огурцы нужно почистить. Угу. Чтобы в салате они были вкуснее. Я думаю, что нам 2 достаточно. Вот овощечистка. Чисть куда-нибудь. А я сейчас замариную быстро. У меня филе бедра. Бедра, конечно, гораздо вкуснее, чем куриная грудка. Но вы можете приготовить из куриной грудки, если вдруг это все вам, так сказать... Максим, ты любишь вот из куриных частей, ты какую часть больше любишь? Бедра или голени, или грудку? Слушай, ну белое мясо самое крутое, как по мне. Крутое чем? Ну, как-то вот оно с детства мне больше всего заходило. И неплохие ножки. Да, в принципе, курица, что называется, супер мясо. Супер мясо, супер материал. Он, во-первых, недорогой, люди его любят. Очень много смотрят рецепты с курицей. Я думаю, что не просто так. Маринад простой. У меня есть куриная смесь специй. Ну, на ней написано чикен. Каждый может это использовать. Да вообще можно любую. Можно хоть с прованскими травами. Народ, кстати, вот удивительная вещь. Прованские травы и куриную грудку как будто бы больше людей любят. Вот удивительная какая штука. Но по мне так в ногах больше коллагена. Ножки сочнее всегда получаются. Там есть кожица, ну, для тех, кто любит с кожицей курицу. Друзья, наверняка уже есть комментарий, где вы написали: Василий, где ты? Рядом со мной Максим Сериков, основатель, идейный вдохновитель и создатель этого поселка, верно? Все правильно, Вась. Я являюсь автором и владельцем коттеджного поселка Ели Эстейт, где мы сегодня с тобой находимся и готовим, собственно. Очень красиво. Я тебе хочу сказать комплимент. Здесь прям вайб настоящего загородного отдыха и недалеко от Москвы. Расскажи вкратце про поселок. Ну смотри, мне хотелось 3 года назад создать место загородное, которым я сам бы мог с удовольствием пользоваться, и где я сам и моя семья могли бы с удовольствием жить. Хотелось создать какой-то загородный проект, знаешь, такого бизнес-премиум-класса. И первоначально мы искали участок. Я точно понимал, знаешь, в загородном коттеджном строительстве есть несколько секретов основных. Так. Первый секрет – это, что называется, природа. Вот эту вот землю я искал 7,5 месяцев и проехал половину Московской области. То есть 272 участка я посмотрел, это 272 ногами. В интернете я посмотрел больше 3000 участков, когда выбирал эту землю. 3 года назад здесь были сплошные заросли, пройти можно было только там с мачете и спиной вперед. Летали лосиные вши, они же олени-кровососы, ну, в общем, невозможно было. Но на деле растет 2768 вековых елей. Ого! И поэтому слово ели, оно является важной частью как бы названия. Ну, эстейт, недвижимость, дополнение. Так и родился коттеджный поселок Ели Эстейт. Потом мы месяца 4 мы создавали вот его именно концепцию. В основу, помимо леса, легла также вода, то есть вот этот вот каскад прудов мы создали самостоятельно. Да, вот он идет до того дальнего дома коричневого, который в самом далеке в лесу. То есть длина водоема 364 метра, глубина до 5 метров в глубину. Это каждые 300 метров? Или это весь, Нет, весь каскад? Отсюда до туда 364 метра. Но одной водой и елками сыт не будешь. И мы также сделали под ключ всю инфраструктуру и коммуникации. То есть газ, дороги, асфальт, электричество, водопровод, электричество все под землей, никаких бетонных столбов с проводами. И мы заложили очень серьезную инфраструктуру. Детские спортивные площадки, барбекю-беседки, фитнес-клуб планируется, магазин, детский садик там, и так далее, и так далее. Многое из этого уже построено. Суммарно 12 гектар инфраструктуры. Немаловажным будет также сказать, что та аудитория, с которой мы взаимодействуем, кто нашими жителями являются, это такие москвичи с бурной деловой жизнью именно в Москве. Они нуждаются в месте для перезагрузки, для такого загородного отдыха. И чтобы вот они не парились и спокойно кайфовали. То есть у нас работает сервисная компания в поселке, в месяц обрабатывает порядка там
2-2,5-3 тысяч запросов. От того, покосите мой участок, уберите снег, погуляйте с моей собачкой, там и так далее, и так далее. И такое как бы бывает. Это все реализовывается, то есть в режиме одного окна с персональными менеджерами. Естественно, мы предусмотрели единый архитектурный стиль в поселке. То есть вот особенность жемчужина Ели Эстейт — это вот каскад прудов. И поскольку пруд мы создавали самостоятельно, то люди, приобретая здесь участок или дом, они получают и кусок своей личной акватории. Как достичь такого цвета озера? Надо подготовить основание под такой каскад прудов, сделать земляные работы, это где-то месяца 3-4 занимает. Далее сделать всю, так сказать, подготовку, инженерные системы водоотведения, чтобы вода не застаивалась, не стояла там и так далее. Вот это все спроектировать. После этого мы приобрели 1,5 гектара бутилкаучуковой пленки соответствующего мальдивского оттенка. Есть такой оттенок мальдивский? Ну, посмотри вот на эту пленку. Ну да. Соответственно, она такого цвета и пришла нам. После этого происходил этап ее раскладки, расстановки. Он где-то полгода занял. Вот это вот все закрепить, то есть она рулонами, ее между собой надо паять, чтобы вода не проходила через стыки, потому что иначе заболоченность будет. После этого происходит отделка камнем и установка различных инженерных систем, дренаж, фильтрация, аэрация и так далее, чтобы водоем зажил. Это серьезное техническое сооружение, если мы именно про такой водоем говорим, а не просто лужа. Курица замаринована, лимонный сок я добавил, смесь специй, чуть-чуть соли. Передаю огурцы. Огурцы. Значит, я немного томатов уже нарезал. Лук свежий, огородный. Лето же ведь. А огород есть здесь? Огород нет, это не та концепция. А если, например, вот купить вот тут вот и сделать себе огород, такое можно или нельзя? Ты знаешь, вообще или это не нужно вообще? Посадки на участке, они возможны, они допустимы. Однако, ты просто вот представь расклад и контекст. Предприниматель или топ-менеджер из Москвы повторюсь, с бурнейшей деловой жизнью, с кучей вопросов, проблем и так далее, но вряд ли он будет разбивать огород себе с целью там накормить свою семью. Как что-то вот поковыряться, да. То есть барбекю-зона. Да, люди делают себе ландшафтный дизайн, мы что-то высаживаем там дополнительно и так далее. Это в обязательном порядке, но... Значит, вопрос наверняка, и это не только от меня, а я уже даже вижу комментарии такого плана под роликом. Почему нынче недвижка и земля так дорого стоят? То есть у людей ощущение, что вот, это недоступно. Смотри, про что мы говорим. Если ты хочешь себе недвижимость такую, что называется массовую, эконом-сегмента, то участок ты можешь найти и за 300, и за 400 тысяч рублей весь участок. Другой вопрос, что где он будет, на каком расстоянии от Москвы, какие там будут коммуникации, сколько в него дополнительно надо будет вложить, что там с водой, что там с электричеством, с газом, где он располагается, в деревне, в СНТ, где там ни единого стиля нет, какой состав соседей. Это же все влияет на будущую, так сказать, счастливую, либо не очень счастливое твое проживание за городом и так далее. Если мы говорим про организованное строительство, Вась, как тебе сказать, вот смотри, один факт, тебе многое станет понятно. Вот ты проезжал сюда по дорогам определенным, почва у меня здесь с углинок. Просто чтобы ты понимал, чтобы докопаться до твердого, до материка, мы вынимали 1,70 м, 1,80 м в некоторых местах вот этой вот почвы. И обратная засыпка песком и щебнем, чтобы дорога имела твердость. Здесь растут вековые ели. Некоторым деревьям по 300 лет. Веками падали хвойные лапы, перегнивали, превращались сначала в перегной, потом в торф. Выторфовка земли очень много заняла. Дорога не дешевая. Полный пакет коммуникаций, электричество, газ, водопровод, освещение. Такую инфраструктуру 12 гектар подстроить, отгрохать, я тебе скажу, денег плотно стоит. Себестоимость подготовки участка бизнес-класса такого хорошего, она составляет порядка 500 тысяч рублей с сотки. Себестоимость. Сотки. Себестоимость строительства без домов такого поселка примерно 500 тысяч за сотку. Это для того, чтобы создать вот эту вот красивую картинку, пляжи, пруды, чтобы было хорошо. И то мы строим очень эффективно, скажем так, агрессивно работаем с поставщиками, получаем хорошие цены и так далее. То есть народ может то же самое построить и за 700, и за 800, и за 900 тысяч рублей за сотку. Это недешево. Огромный пласт работы. Огромный пласт работы, то есть тебе нужны и капитальные инвестиции в стройматериалы, тебе нужен свой парк техники,
либо как бы лютая аренда, каждый месяц кап. И тебе нужна большая команда. Тебе нужны архитекторы, тебе нужны проектировщики, прорабы. У тебя должен быть там стройотдел для такого поселка, хотя бы человек 40-50. Иначе как бы ты темпы не сможешь показать определенного. Блин, сколько нюансов. То есть ты взял кусок природы, ну, образно, вот сколько здесь, 50, 60? Ну, со всеми кварталами примерно 50 гектаров. Примерно 50 гектаров. Ну, допустим, 50 гектар. Ты приехал, лес посмотрел, и что происходит? Ты подстраиваешься под природу, 1,5 метра вынул, положил на место, это убрал, здесь посадил. То есть это приводится до тех пор, пока начнутся дома. Да, смотри, кратко, вот чтобы максимально было понятно, сравню это с тем, что мы сейчас делаем. Базово мне в руки попал, ну, если не такой, либо такой вот огурец, даже не чищенный, либо вообще дикий. Соответственно, для того, чтобы это превратить в итоговый готовый продукт, который рядовой там житель, резидент поселка сможет употребить, должно быть огромное количество труда вложено. Повторюсь, 3 года назад мы бы здесь с тобой даже не прошли. Упавшие деревья и различные кустарники там, и так далее, и так далее. Мы чистили это как бы 3 месяца. Ну, летний период, наверное, да, скорее всего. Зимний период. Зимний период. Мы в ноябре сюда зашли, 23-го года. Чистка занимала 3 месяца. Чистка, дорожная сеть, электричество, водопровод, освещение, инфраструктура. Но тут много нюансов. То есть вот детская площадка, да, стоит, красивая, хорошая, но ты ее не можешь просто привезти и поставить на землю. Или баскетбольная площадка. Тебе надо откопать, тебе надо сделать обратную засыпку, чтобы она устойчива была, трамбовку. Вот это все должно быть твердо, хорошо. Потом только сверху установка. То есть тут очень серьезная работа. Это прям, знаешь, можно это сравнить с каким-то поварским шедевром, со сложно составным каким-то блюдом. Есть такие, которое да. еще долго вызревает. Вот, не знаю, любишь ли ты хаш? Вот, Ой, обожаю, да-да-да, хаш вообще мой хаш любимый. сколько надо перед тем, как употреблять, сколько он должен вариться? 5, 6, 8 часов? Ну вот что-то 8, такое. 10, 12. Бывает, что на ночь ставят, они днем начинают его варить. Вскипнул, там убрали, там сняли. Ну, соответственно, девелоперский проект коттеджного поселка, это с точки зрения длины реализации, это как хаш, а с точки зрения там ингредиентов, составных частей, это там, условно говоря, как салат оливье из множества секторов. И, повторюсь, его сложность в том, что земля — это просто как бы базовая водная, это нечищенные огурцы. Как бы, и ты начинаешь с этим работать, чистить, как бы у тебя есть меню, у тебя есть технологические карты, и ты собираешь вот из этого как бы готовый продукт. Некоторые люди берут просто... Так что я вроде как шеф-повар тут получается. Точно, ты как шеф-повар, да. Некоторые люди берут бытовку, погрузили на КамАЗ, привезли в лес, поставили и живут там. Можно так. Можно и роллтон заварить, И, да, конечно. Можно и роллтон заварить. Но хочется и доширак. вкусного, классного. Да, Мы да, же да. стремиться-то должны к этому ко всему. И очень интересно, и вот, ну, я теперь хоть более-менее чуть-чуть как-то в голове выстроил процесс вот этих вот, ну, понимания, как делается. И с блюдом хорошая ассоциация. Значит, что сделали? Огурец почищенный вкуснее, чем нечищенный, потому что шкурка даже летом, она все равно грубоватая. Томат вкусный, летний, красивый. Лучок вот такой, он только-только вырос. Так, теперь соус. Так как лето, на основе йогурта делаем соус. Не забываем, что у нас еще есть такие... Блин. Я любитель угваздаться. Иногда так бывает на кухне. Итак, майонез. Ой, майонез, говорю. Йогурт, вначале греческий. И большое количество... Я в последнее время, вот, не знаю, многие люди едят майонез, и продаются огромные тонны. Многие люди не едят. Я вегетарианский, то есть постный беру. Для того, чтобы там и вкус немного другой. Маркетологи нашли путь к твоему сердцу, да? Да-да-да, как-то вот нашли они. Я тут недавно статистику смотрел, что вот за последнее время потребление майонеза увеличилось в несколько раз в Российской Федерации. Что произошло? Любовь к нему проснулась? Скорее всего, нет. Йогурт и майонез по вашему вкусу. Можете, я всегда делаю больше йогурта, меньше майонеза. Обязательно мед. Нам меда много не надо, только лишь подсластить йогурт, иначе он такой кисловатый. Лимон был здесь, без него никак, но его совсем чуть-чуть. Мы даем другую кислоту и немножко, так сказать, мед перенаправляем. И вот это база. Дальше добавляем карри. Как я уже сказал, рецепт несложный. Мы можем внедрять каждый элемент, что-то простенькое такое, вот как карри, например, но которое потом в финале создаст нам интересную вкусовую гамму. Карри русские любят все. В рестиках, если где-то продается что-то со вкусом карри, с удовольствием покупают. Повара говорят,
рабочая схема. А людям хочется, даже пусть этот майонез пресловутый однотонный вкус имеет, а вот карри добавил уже раз и По-другому да, заиграет. Чесночок. Я люблю растереть его в пасту, чтобы потом тоже такой простенький лайфхак, чтобы куски не попадались. Да. Все, кинзульки для аромата, ну то есть карри в ту сторону, да, вот в индийскую. Кинзу индусы любят очень много. И она везде как бы должна быть. Везде, кроме десертов. Все, теперь надо постоять соусу как раз. Когда у нас все готово, переходим к обжариванию куриных бедер, потому что нам осталось только их обжарить и собрать на тарелке. Пока они жарятся, самый главный вопрос. Кто здесь живет? Миллиардеры, миллионеры, правители, звезды. Это же всегда всех интересует. Кто соседи? Ну, Я не про имена, я про вот направление не смотри, знаю. основные две, так сказать, когорты: А, предприниматели, и Б, топ-менеджеры различных компаний. У нас тут есть люди из руководства Яндекс.Такси, у нас тут есть люди из руководства Домкликом, у нас здесь есть директор по продукту Т-банка, подразделение Т-город. Прикольно. Вот, у нас есть несколько блогеров-миллионников. Это не я точно, да? Пока. Но место очень такое классное. А ты сам здесь живешь или планируешь жить? Планирую. Или... Планируешь? Да. Невозможно построить такую историю без участия душой своей команды. А любая команда, она редко ориентируется на какие-то формальные правила, зачастую она ориентируется на стиль жизни и ведение дел своего руководителя. Ну и ты должен не бояться регулярно выходить, что называется, в поля, общаться с своей целевой аудиторией, со своими жителями. Все то, что тебе нужно для развития, на самом деле находится там. Ну, все правильно так-то вот я сейчас слышу, для меня лично. Я вот... Звучит разумно. Разумно, доверительно. В поселке уже кто-то живет. То есть он уже сдан. Если мы говорим про первый квартал, где мы сейчас с тобой находимся, то готовность там 90 там, плюс процентов. И у нас на это лето газ, то есть мы технические условия уже получили, договор заключили, у нас в июле начинаются земляные работы по газу. К Новому году думаем уже, что мощность в трубе как бы будет. И у нас остался банный комплекс дозавершить, у нас бани уже стоят. Внутренняя отделка сейчас идет. В июле у нас пуск банного комплекса. И Он- пруд с подогревом. Это банный комплекс, в смысле, общий? Туда люди с поселка С приходят? поселка Это приходят, да. Как да, в советское время общие бани были такие? Ну, не общие бани, там на одну семью. На одну семью, и можно слоты бронировать, там, не знаю, с 10 до 13, с 13 до, там, не знаю, 15, там, 17 и так далее, и так далее. У нас там две бревенчатые бани на две семьи, одна побольше, другая поменьше. И в других кварталах, в других очередях также банный комплекс. Потому что, Ну, как без бани, мы русские зна- люди, да? Да, мы русские люди, как бы очень такая связанная история с загородной жизнью. Загород — это точно что? Это точно шашлык, точно жареное мясо и точно банные как бы процедуры. Да. Ну, тут знаешь, ведь на самом деле, по большому счету, мы нужны для того, чтобы от Москвы быстрый, шумный, деловой, конкретный, перезагружаться, расслабляться. И мы нужны, чтобы лучшие моменты со своими близкими людьми проводить. Потому что современные все технологии, вроде мессенджеров, интернета и так далее, они нам дали большое количество возможностей, потому чтобы связаться, узнать Быстро, какую-то информацию. с другим Да. концом земли и так Да, далее. но у тебя остается гораздо меньше времени на то, чтобы проводить его с близкими людьми. И вот здесь вот эти моменты происходят. Ты представь, вот жареное мясо, как бы 2-3 поколения одной семьи что-то обсуждают и так далее, и так далее. Вот она по-настоящему общность. То есть это время, здесь течет оно по-другому. Мы вот об этом думаем. в первую очередь. Я с тобой полностью согласен, потому что я родом из Советского Союза. И мне вот порой кажется, общаясь с новым молодым поколением, что у них нет этих ценностей, как будто бы. Вот родители, бабушки и дедушки их тянут, давайте вместе шашлыки жарить. А у них вот это вот в телефоне все. Они висят, сидят, и им как бы там достаточно всего этого. Понятно, это некие нюансы, что эволюции, да, наверное, какой-то. Ты знаешь, мне кажется, в свое время про нас могли то же самое говорить. И это было отчасти справедливо. Я думаю, что у каждого человека жизнь нелинейно протекает. И есть разные периоды с разными целями, задачами, приоритетами. Ребята, мне кажется, еще к этому придут, просто это будет попозже. Все,
Все, я на курицу соус сверху наливаю. Внизу у меня лаваш, справа тот овощной салатик, который мы сделали. Я его даже не солил, чтобы был яркий, такой свежий, сладкий вкус. И веточки кинзы сверху. Для украшения ничего особенного. Главное, чтобы было вкусно. И приступить. Ну, надо пробовать, конечно. Лаваш внизу условная штука. Я вот сколько не бываю где-то в шашлычках или сам что делаю, его как будто бы не едят вовсе. Хотя хлеба иногда хочется. И курицу соусом. Летом не хочется прям каких-то жестких блюд, щей, тушеного говядины, еще чего-то. На угольках раз, свежие овощи вкусные, а уже, так сказать, сезон. Все вместе складывается в комфортную, понятную и привычную еду. Да, вполне. Вполне. Ну и каждый с удовольствием из вас приготовит. Блюдо несложно. Мы с Максимом с вами прощаемся. Стремитесь к лучшему, стремитесь к красивому, стремитесь к вкусному. И вообще, мне кажется, у каждого человека должна быть жизнь такая. Наполненная, да? Наполненная, да. И не забывайте, что лето – время вайба. Красивые локации, красивый лес, красивые люди, красивая еда. Пока. До новых встреч.